Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре абсолютная новинка, ее еще нету нигде, но у нас она в студии есть. Это синтезатор Casio Tone CT-S1000V. Это синтезатор «Рабочая лошадка». Почему? Потому что он компактный, легкий, при этом здесь огромное количество тембров, их здесь 800, они разные, есть и современные дэнсовые истории, IDM, и все классические нужные звуки здесь тоже имеются. Обратите внимание на стильный дизайн основной панели, он такой немного под ретро сделан, большие вращающиеся регуляторы, они качественные, достаточно приятные на вращение. Вот эти клавиши многофункциональные, то есть для регистрационных банков, это выбор банков. Также, вот, например, разделение, лейеринг, чувствительность, все через эти клавиши. Мы сдвигаем колесо, поиск по категориям, вернуться обратно в основное меню. Все интуитивно просто и понятно. Здесь клавиши выбора основных параметров это инструмента, также Lyric Creator, который мы позже рассмотрим более подробно, клавиша меню, сердце инструмента, где все можно менять, быстрый возврат на основные настройки ноба, балансов, там, соединения беспроводного, ну то есть Bluetooth, это через клавишу Home. Вот эти нобы по умолчанию назначены на фильтр, кат-офф и резонанс. Также они назначаемы на любые параметры, которые вам нужны непосредственно в каком-то инструменте. Этот регулятор отвечает за громкость. Здесь у нас модуляция, то есть обычно это колесо модуляции, здесь это ноб модуляции. Колесо pitch бенда. Также основное колесо выбора разных параметров и клавиша включения, автоаккомпанемента, остановки, темпа, который может использоваться как тап-темпо, и клавиша записи. Имеются регистрационные банки. Их здесь 16 штук, в каждом по 4 пресета. Здорово, что вы можете любые параметры сохранить в регистрационные банки, и после выключения инструмента эти банки сохраняются. То есть подготовили программу, вышли, быстро вызвали нужные вам пресеты и играете. Итак, поехали, послушаем, как звучит пианино. Проверим в действии назначаемые нобы. Вот теперь без эффектов. Добавляем ревера. И на другом нобе у нас delay. Классно то, что вы можете добавлять именно этот посыл в том количестве, которое вам нужен, в реальном времени.
электропиано. Большое разнообразие электроорганов. И это даже не половина этих органов. Послушаем несколько вариантов звучания гитар. Вот, например, динамическая гитара с нейлоновыми струнами. Если я начинаю играть более активно, вы слышите прямо сильную динамику. Знаете, когда ударяете сильно по струнам. И еще одна гитара с нейлоновыми струнами, но здесь на сильное нажатие назначен слайд. Вот я играю без особых ярких подчеркиваний. А теперь одну ноту сильно подчеркну. Электрогитара. В общем, как мы и говорили, здесь полно всех стандартных звуков и синтетических звуков. Здесь тоже очень много. Ну вот, например, категория синт-бас. Их здесь, поверьте, очень много. Они все достаточно качественные. Или вот, например, категория синт-брас.
Тоже приличное количество. Далее синтовые лиды. Синтовые пэды. И очень здорово, что здесь есть назначаемые нобы, потому что можно взять, например, фильтр котов, и вот этот достаточно яркий подклад сделать более прижатым. Или вообще просто поэкспериментировать со звуком. Или вот, например, моя любимая категория IDM. Вот сразу я как включил эту категорию, мне очень понравился звук. Можно взять ритмический рисунок Dance и использовать только барабаны. Ну и в общем так далее. Звуков действительно очень много, они разные. Под разные IDM направления. Как вы успели заметить, в кадре появилась гитара. И я попытаюсь засэмплировать, ведь мы говорили, что этот инструмент умеет это делать. Итак, я беру телефон, открываю диктофон и ставлю запись. Запишем соль мажор. Итак, я записал этот коротенький сэмпл, немного его подрезал, обрезал, сохраняем. Итак, теперь надо подключиться. Ну, вообще, я, конечно, уже подключен к этому устройству через Bluetooth адаптер. Вообще, как это происходит, подключение? Нажимаем кнопку Home, выбираем вот это меню, Pairing, и он начинает искать. У вас в меню телефона Bluetooth выходит вот такое название. Мы нажимаем. Все подключено. Замечательно. После этого нажимаем кнопку меню, находим раздел «Сэмплинг», нажимаем на «Сэмплинг», выбираем «Мелоди», и теперь возвращаемся к нашему сэмплу, включаем «Audio In» и включаем запись. В конце нужно нажать клавишу End. Итак,
вот такой сэмпл сейчас здесь, и смотрите, что с ним можно сделать. Его, во-первых, можно использовать в нужный момент, когда вы играете, что-то воспроизвести. Это же может быть не гитара, это может быть вообще все, что угодно. Это может быть какая-то запись, или кто-то там поет, там, не знаю, ваша собачка. Дальше мы возвращаемся в тон. Вы помните, что здесь много эффектов. Мы будем использовать самые примитивные, да? Это просто фильтр. То есть с сэмплами можно творить все, что угодно. Мы говорили про клавишу Lyric. Здесь 100 пресетов от компании Casio подготовленных. Это фразы, которые вы можете играть, используя разные вокальные пресеты, и они проговариваются. Вот, например, просто самый первый пресет. Заметьте, что я нажимаю, и фраза разделена по нотам. То есть можно сыграть ее как угодно. Есть еще один режим. Это фразы, которые вы подготавливаете сначала в приложении. Мы чуть позже об этом расскажем. То есть длительности каждой ноты, акценты. Они могут пропеваться, могут произноситься вместе. В общем, большое количество разных настроек. Итак, мы просто их включаем и теперь нажимаем. Слышите ритмический какой-то рисунок? Его можно играть по-разному. Это один из пресетов. Мы не показали еще все настройки. Просто давайте перейдем к другой фразе. Например, вот эта фраза. I know you see me. 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 Итак, что мы можем здесь еще поменять? В разделе Lyric два ноба отвечают за следующее. Первый ноб отвечает за гендерность. То есть разные голоса детей, взрослых мужчин, женщин и так далее. I know you see me. 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 И есть еще один классный параметр портамента. Только в данном Lyric Creator он используется как подъезд к основной ноте. Итак, сейчас мы просто ставим. Выкрутим прямо до конца, сразу, чтобы это было утрировано, понятно. А непонятно, для этого мы меняем воспроизведение. То есть сама нота воспроизводится с небольшим подъездом.
На самом деле Lyric Creator очень клевая штука. Тут разные функции, да, и при их разном сочетании можно добиться абсолютно непредсказуемого результата. Всех функций мы вам не можем в полной красе показать, но бегло я могу вам рассказать. Во-первых, о том, что самого звучания этого синтезатора очень много. 22 пресета встроенных и есть пользовательский. Например, разные хоры. И есть вокодерные классические. Их тоже несколько вариантов. Ну и так далее. Разного возраста звучания и даже, например, звучание, где-то я тут видел, вот, животных. Это что-то такое необычное, да? То есть кошка, которая что-то там, какие-то фразы воспроизводит. Достаточно популярно, если, например, вы тиктокер. Итак, мы говорили о том, что вы можете свои фразы записывать и заставлять синтезатор воспроизводить их. Это очень круто. Давайте рассмотрим, как это работает. Для этого нужно приложение, которое называется Lyric Creator. Оно есть в App Store, вы можете скачать и пользоваться. Я думаю, не только в App Store. Итак, вот мы подсоединились через Camera Connection Kit в Type-C инструмента, подключаем, точнее, создаем новый лист и пишем, например, пусть это будет понятная фраза I love music, да, я люблю музыку. Можно написать просто без всяких каких-то ритмик, чтобы это было статично. Или, например, у вас есть какая-то определенная задумка, вы можете сделать, пусть это будет, например, несколько раз повторяться первая буква, длительно будет повторяться слово love и music коротко. Итак, давайте мы сделаем несколько раз why, I, дальше love. И music. После этого мы выбираем, как нам нужно разделить. Setting. У нас стоит автонастройка. Все отлично. Выбираем доли. Пусть это будут сначала действительно восьмые. Здесь мы сделаем самую длинную ноту. И music тоже восьмые. Опять же, как вы видите, на каждый из слогов вы можете выбрать любую из известных ритмик. Это достаточно здорово. После этого вы сохраняете это дело, называете. Пусть это будет пятый. Номер 5. Мы просто несколько уже сделали, пока пытались изучить этот вопрос. Так, сохраняем. После этого выбираем трансфер. Трансфер. Нужный нам инструмент. Окей. Окей. И дальше выбираем снова инструмент и сохраняем. Итак, отзывается наш инструмент и говорит о том, что передача данной фразы готова. По-моему, это здорово и достаточно просто. Да, странная ритмика. Мы специально ее сделали такой, чтобы было понятно, что вы можете как угодно менять свои ритмические рисунки, выставлять акценты и использовать инструмент, чтобы он вам пел. Это круто. Основное отличие от младшей модели CT-S500 – это наличие в этом инструменте вокального синтезатора. В завершении этого ролика хочу сказать, что инструмент действительно очень клевый, функциональный, и мне очень понравились эти функции, как сэмплирование и особенно Lyric Creator. Действительно, это же можно сделать и в каких-то там, например, компьютерных программах. Достаточно много синтезаторов голоса. Но именно в железных инструментах, да,
такой функции я не встречал. И это здорово, что она есть в этом инструменте. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока! Ну, наверное, такой более мягенький какой-то. Оперный, голос детей. Да блин.